Привет, привет. Меня зовут Ирина. Покажу, как работать на смс-портале смс-рек, где виртуальные номера, где мы можем ради того, чтобы не покупать сим-карты. Сим-карты стоят намного дороже, чем купить виртуальный номер на этом портале. А нам для работы в соцсетях, сами знаете, нужно много номеров. смс-рек. Пишем в поисковик смс. Ну вот написали, он уже вылез. Не вылез, продолжайте писать, пока не вылезет. Нажимайте. Переходим. Первым делом, конечно, нужно зарегистрироваться. Процедура регистрации простая. Ждем. Я не буду заполнять поля, просто вам показываю. У меня уже есть несколько аккаунтов. Здесь, конечно же, не надо. Заполняете, вводите логин, любой, который вам нравится. Пароль. Повторяете, вводите свою электронную почту, куда придет письмо. Вы там пройдете по ссылке, чтобы активировать свой профиль на смс-рек. Нажимаете галочку «Я не робот» и создать аккаунт. Все. Таким образом вы регистрируетесь и подтверждаете регистрацию по почте. Далее. Обязательно сохраняйте свой пароль, логин и пароль, да, на Google диске. И нажимаете «Вход в аккаунт». Здесь вы вводите свой логин. Ну, первый раз его нужно будет ввести, потом он уже запоминается. Вот так у меня это выглядит. Пароль вводите вручную. Пароль, конечно, как всегда, на английском. Входите. И перед вами открывается вот такое окошечко, где вы можете себе купить абсолютно на любую соцсеть номер. Как это делается? Для начала нужно пополнить счет. Вот здесь вот кошелечек. Вот эти вот значки я не трогаю, не разбираюсь, времени этому не уделяю, мне не надо. Нажимаете на кошелечек. Выбираете, каким способом вам удобно пополнить. Сразу. Биткоин, криптовалюта. Не имею представления, у меня ее нету, поэтому, если есть, пожалуйста. Коды пополнения. Здесь у вас должен быть код от Яндекс, Киви, вот этого всего. В общем, выбираете, я думаю, у вас ни этого, нету. Если есть, то, пожалуйста, выбираете стандартную оплату, да? Яндекс, Киви, Зип и банковский перевод терминал. Нажимаете. Сумму выбираете, какую вы хотите. Ну, я рекомендую полтинник закинуть, не меньше. 50-100 рублей, потому что постоянно нужны. Переходите к оплате. Далее он вам показывает, сколько вы можете сколькими способами вы можете оплатить. Если есть у вас zip кошелек, вот, пожалуйста, 50 рублей, то есть без комиссии. Обычно людям что удобно? Людям удобно закинуть денег с телефона, вот так. Но обратите внимание, с комиссией сразу 11 рублей будет. Мне кажется, дороговато, да? Можно оплатить через Сбербанк. Через Сбербанк оплатить еще дороже. Сейчас покажу. 70 рублей 3 копейки. То есть он берет комиссию вообще 20 рублей, еще и 30 копеек. 20 рублей 30 копеек. Ну, грабеж. Честно, грабеж. Именно для этого портала смс-рек у меня есть Яндекс кошелек, которым, в принципе, я обычно нигде не пользовалась никогда. Завела себе его именно для этого портала. Заводится он легко к вашей электронной почте Яндекс. Там вобьете в поисковик Яндекс кошелек, делаете вход на свою почту и зарегистрируется вам кошелек. На него переводить деньги с карты Сбербанка, которая, в принципе, есть у каждого, там комиссия 0,1%, если я не ошибаюсь. То есть вот закинула я 60 рублей и сразу с комиссии у меня сняли 60 рублей 60 копеек. Далее нажимаете «Оплатить с Яндекс кошелька». То есть комиссия минимальная. Здесь нужно обновить. Это происходит потому, что мы выбрали сначала другую плату. Можно выйти назад и сделать вот так еще раз. Опять 50 рублей. Выбираем Яндекс кошелек. И сюда вот вводим свой Яндекс кошелек. Сейчас я его скопирую. Обязательно свой Яндекс кошелек, когда создадите, обязательно его нужно сохранить, номер кошелька.
Вот сюда вот его вставляете, нажимаете «Далее». Перейти к оплате. Вот здесь он у вас указывает, что будет снята комиссия 1 рубль 81 копейка. То есть можно быстро подсчитать, что мы пополнили Яндекс кошелек с карты Сбербанка, сняли комиссию там 50 копеек, да, 1% там комиссия. И плюс еще здесь нас берут 1 рубль 80 копеек комиссию. Ну, то есть 2,5, там, 2 с хвостиком рублей для того, чтобы пополнить себе смс-рек. Но это намного дешевле, согласитесь, чем платить напрямую с телефона 11 рублей или чем платить с карты Сбербанка напрямую сюда 20 рублей. Ну, то есть математику просто включаем и считаем, что нам выгоднее. Лучше за эти 20 рублей купить себе еще номеров, потому что номер на Одноклассники, например, стоит 5 рублей, а на Инстаграм 2 рубля. Нажимаем «Заплатить». Так, перевод успешно завершен. Далее это все можно закрыть, эти вкладочки. Здесь можно обновить. Здесь иногда бывает такой глюк. Здесь проще зайти еще раз на смс-рек в свой аккаунт и убедиться, что оплата произведена. Вот, видите, 50 рублей поступило, но здесь было 14 рублей, стало 50 рублей. Все. Далее уже все очень просто. Мы выбираем себе сервис. Вот, пожалуйста, список всех соцсетей, где он может нам, соцсетей и порталов, да, где он может нам предоставить номер. В принципе, все, что мы знаем, все здесь есть. Юла, вот эти вот все Фейсбуки, Майл, Одноклассники 5 рублей. Дальше, что вот ВКонтакте выше нарисован, да, написано 12 рублей. Тут вот Вайбер, Инстаграм, который нам нужен, 2 рубля всего номер. Ну, то есть значительно дешевле, чем пойти в салон, купить себе сим-карту, которая, причем несколько аккаунтов ты можешь к ней привяжешь, а дальше-то как? А сим-карта стоит просто 150 рублей, да? Выбираем, в общем, номер, ну вот для примера давайте возьмем Одноклассники. Далее выбираем страну. Мы пишем, выбираем, конечно, Россию. Так, и получаем номер, ждем. Как только номер вот здесь вот у нас появляется, мы его отсюда копируем, вставляем в Одноклассниках в окошечко, где его запросили. Там нажимаем в Одноклассниках «Отправить», а здесь потом нажмем кнопочку «Готов». Вот здесь появится кнопочка «Готов». После того, как мы номер в сети ввели, нажимаем «Готов» и ждем. Внизу под номером появится смс, который мы введем в Одноклассниках. Ну и по такому же принципу на всех других сайтах. Все. Думаю, с этим всем понятно. Если непонятно, просто еще раз пересмотрите внимательно и во всем разберетесь. Желаю всем привет. Меня зовут Ирина Петухова. Сейчас в данном видеоуроке покажу, как мы создаем себе, устанавливаем на себе много аккаунтов сразу, и они все открытые, и они все в режиме онлайн, и они все с разными IP. Нам не надо постоянно нажимать выход с одного, чтобы зайти на другой. То есть мы можем одновременно вести собеседование со многих аккаунтов в неограниченном количестве. И повторю, все аккаунты с разных IP, чтобы нас не блочили модераторы сайта. Здесь у меня пример. Вот так вот много аккаунтов, да? Вот они все открыты. Пожалуйста, один аккаунт открыт. И не выходя из него, другой аккаунт открыт, да? Но если здесь Петухова, ну вот, например, на другом аккаунте, вот тут уже другая фамилия, тоже открыт. Все аккаунты открыты, они из разных городов, я их по городам называю. И со всех аккаунтов одновременно не надо выходить, и можно вести переписки с кандидатами. Что мы делаем для того, чтобы так получилось? Мы делаем это через браузер Google, как это уже визуально стало понятно. Сначала устанавливаем нового пользователя. Пользователю даем имя. Поехали. В любой аккаунт. Ну, заходим в любой Google открытый. Нажимаем в правом углу 3 точки. Настройки. Перематываем ниже. Вот здесь у нас пользователи.
Здесь две галочки не будут стоять, это так и надо. У вас этих пользователей пока не будет. Это те пользователи, которые были созданы мной. Вы нажимаете «Добавить пользователя», даете ему имя, абсолютно любое имя, хотите по городу, хотите по фамилии. Итак, пользователи. Берем пользователя по фамилии. Берем фамилию, например, Ростова. Или через А, или через по фамилии. Пускай будет Ростова. Ставим ей любую картинку, как заставку. Вот, Ростова. Добавляем ее. Здесь мы нажимаем «Нет, спасибо». Далее нужно установить расширение зенмэйт для смены IP, чтобы было разное IP на всех наших аккаунтах. Сюда нажимаете, здесь у вас 3 точки будут. У меня просто от антивируса расширение. Дополнительные инструменты, выбираем расширение, прокручиваем страницу вниз и нажимаем еще расширение. Здесь курсор, раскладка английская, пишем зенмэйт, нажимаем Enter. Выпадает вот это меню, выбираем верхний зенмэйт и устанавливаем. Все, установить расширение. Ждем. Он нам предлагает зарегистрироваться. Первый раз, конечно же, мы регистрируемся, все сохраняем себе, пароль, логин. В следующий раз уже, все последующие разы, просто делаем, как сейчас я. Нажимаем «Вход», вводим сюда почту, в которой мы зарегистрировались, и пароль. Почта. Входим. Нажимаем «Вход», ждем. Входит он в это расширение. Расширение у нас установлено. Здесь нажимаем, можно сохранить, можно не сохранять. Значения не имеет. Здесь вот он предлагает перейти на премиум. Мы нажимаем «Напомнить позже», потому что нам не нужны платные сервисы. Мы делаем все за бесплатно. У нас бесплатный аккаунт. Все, мы его можем закрыть. У нас зенмэйт установлен, вот его значок. Щит. Далее можно проверить наш IP. На предыдущих страничках я открыла IP, чтобы было понятно. Вот, пожалуйста, страничка называется Москва. Пользователь новый, да, который вы только что создали, он у меня называется Москва. Вот, пожалуйста, Россия, Тверь. Другой пользователь, например, Калининград. Можно проверить его IP2, IP. Узнаем. Вот, Румыния. Вот здесь другие циферки совсем, да. Вот другой у меня пользователь. Вот у меня тоже здесь открыто. Вот здесь уже Румыния, но здесь 213 на конце, а здесь 245 на конце. То есть я выхожу как бы из Румынии в контакт и с двух разных совершенно IP. То есть с двух разных компьютеров. Модераторы меня не заметят. В этом вся суть. И можно посмотреть, какой IP на нашей страничке, которую мы только что создали. Вот она, да? Ростова. Здесь у меня уже есть такая страничка Ростов. Вот у меня Ростова. Это у меня город, а это у меня фамилия. Проверяем здесь IP2, IP. Глянем, что у нас здесь. Если вдруг обнаружили, что IP на каких-то страницах совпадают, легко поменять. Вот здесь, пожалуйста, тоже Румыния, но 218. Там был 203, там 213, а здесь 218. Все, отлично. Что делаем дальше? Установили пользователя, установили IP. Дальше создаем здесь страничку для соцсетей. Выбираем, например, Одноклассники. Но я думаю, проблем с этим ни у кого не будет, но тем не менее посмотрим, как это на примере смс-рек делается для тех, кто не в теме. Кто в теме, все, пожалуйста, можете сворачивать видео и пойти свои странички исполнять или рекрутировать дальше.
Создаем страницу в Одноклассниках. Нажимаем «Регистрация». Видим, что он нам ставит страну Румынию, потому что по IP он вычисляет, что мы в Румынии. Ну, в принципе, как нам и надо, да? Сайт вычисляет, что мы из Румынии. Проматываем вот здесь вот бегунок вверх, а вверху в самом России. Вот сюда вот номер будем вводить. Переходим на открытую уже заранее вкладку «СМС-рек». Выбираем сервис, Одноклассники, страну Россию и получаем номер. Ждем. Номер выдается обычно довольно-таки быстро. Все, сайт нам выдал номер, мы его копируем. Переходим. Вставляем лишнюю семерку, вот здесь убираем. Какая там цифра была? 0. Бегунок здесь выпрыгивает. Убираем семерку. Все. Ну, нажимаем, естественно, на «Далее». Это будет... Вот здесь нажали на «Далее». Теперь переходим на СМС-рек. Здесь нажимаем «Готов», потому что мы использовали. А теперь ждем СМС. Вот сюда. Здесь оно должно высветиться. Так, но СМС долго не идет. Не будем на этом зацикливаться тогда. Бывает такое, что портал перегружен и просто нужно попробовать через какое-то другое время. Деньги вот отсюда не спишутся, если вы не дождались СМС, какой-то сбой, все останется на месте, это уже проверено несколько раз. Что дальше? Тогда пока мы здесь страницу не создаем, тогда я вам покажу на примере уже свежей страницы, как дальше там поработать, с чего начать. Это пока не трогаем, это закроем на всякий случай. В общем, что мы делаем? Мы, когда создали свою страничку, мы начинаем ее наполнять. Как мы наполняем? Мы сразу не кидаем всю информацию, там, Avon, Работа, мы такие крутые, давайте быстро к нам. Модератор сразу вам бан поставит. Также мы не ставим статус «Я координатор Avon», набираю координатора Avon, у нас вообще никаких статусов про работу, первые дня 3 точно. Поэтому, чтобы у вас страницы как можно быстрее вышли в работу, создавайте сразу страницы, создайте их сразу штук 6, чтобы дня 3 попрокачивать, потом выходить в рекрутинг. Не так, что сегодня одну, завтра другую, потому что страниц нужно много. Не тяните. В общем, первым делом закидываем сюда фотки, да, немного. Закинули каких-нибудь своих фоток. Вообще таких фоток, которые никакого отношения не имеют к бизнесу. Вступите в группы. Какие-нибудь вообще ни о чемные такие. Вот у меня тут про «Я бы съела», «Хозяюшка», «Пряжа», ну что-то вот там, например, про гитару, петь люблю, готовить. В общем, не привлекайте внимание модераторов. Хотите даже игру себе какую-нибудь закиньте, я не знаю, для того, чтобы они видели, что человек их не сетью пришел пользоваться для того, чтобы развлекаться, но никак не для того, чтобы... Как отсюда выходить, я играми вообще не пользуюсь. Не для того, чтобы работать. Не любят они, чтобы мы, чтобы мы работали. Они любят, чтобы мы здесь тратили деньги на непонятных играх и прочее. В общем, несколько личных фоток, никакого статуса, добавились в несколько обычных пользовательских групп и начали добавлять себе друзей. Друзей добавляем способом через группу «Добавь друзья». Мы не делаем поиск по людям и не ищем своих настоящих друзей. Зачем нашим друзьям? В друзьях мы несколько раз. Ну, то есть одна я, и там раз 20 у своих друзей в друзьях. На это это надо, да? Мы заходим в группу. Пишем вот здесь «Добавь в друзья». Enter. Вот. Вот сколько здесь всяких предложений. Берем где побольше участников. Вот, открыли. А дальше все настолько просто, что быстрее вы не добавите, чем здесь. Я выбираю женщин. Мужчины мне не нравятся, друзья. Я выбираю женщину, нажимаю на каждую колесиком. Ее страничка пошла открываться. Вот это надо сразу закрывать, чтобы не мешало.
ее страничка открылась. Опять женщина колесиком или правой кнопкой мыши. Правой кнопкой мыши вот так открыть. Здесь вкладку и ссылку. Вот так вот. Нет, неправильно. Вот, не работало. Вот, в новой вкладке. Вот, в новой вкладке, первая позиция, это если правой кнопкой мыши. Но также я хочу сказать, что я не добавляю девушек, если они напоминают мне каких-то извращенок. Вот таких вот девушек я не добавляю. Полно нормальных девушек. Они все добавляются тоже с какой-то целью, чтобы там пиарить свое вязание. Кто-то это будет из других сетевых компаний. Не в этом суть. Нам они нужны для количества, чтобы мы могли свою страницу визуально прокачать. Человек заходит на нашу страничку и видит, что да, у нас страница не фейковая, мы работаем, и у нас есть друзья, и друзья, наличие друзей говорит о том, что в нашей страничке есть интерес, и человек больше доверяет. Возможно, тут случится так, что один человек несколько раз написал пост «Добавь друзья», и мы его несколько раз открыли, но ничего страшного, мы все равно одного человека 100 раз не добавим. Вот она сидит, тоже ищет людей, это не важно. Самое главное, что она женщина, выглядит она прилично. Все-таки интернет, он кишит разными людьми. Так. Олег. Так, Кристина. Какую-то скидку пиарит, но нам это не суть. Что делаем дальше? Мы открыли несколько пользователей. Еще плюс в том, что если вы сами вступите в эту группу, вы тоже можете написать сообщение «Добавлю в друзья». Сейчас покажу. Вот, нажимаем «Присоединиться». И тут сразу создать новую тему. И здесь я не заморачиваюсь с картинками, хотите позаморачивайтесь. Я пишу обычное приглашение дружить. Приглашаю всех дружить. Все. И делюсь. То есть, помимо того, что я сейчас сама добавляюсь вот к этим вот пользователям, которые легко открыты, меня тоже сейчас добавляют к себе те, у кого нет места. Дальше пошли по этим вкладкам. Нажимаем «Добавить в друзья». Запрос отправлен. Эту вкладку закрыли. Добавить в друзья. Запрос отправлен. Эту вкладку закрыли. И вот таким нехитрым способом мы себе на страницу за эти дни, которые еще нам нельзя наполнять страницу о работе, страницу наполнять тем, что мы вот ищем сотрудников, но мы можем ее визуально прокачать. Мы не можем, мы должны это сделать, чтобы через 3 дня мы уже начали добавлять сюда свою информацию о том, что у нас есть работа, что у нас люди. Вот девушка из Avon, кстати, тоже работает таким же способом, который мы только что с вами разобрали. В общем, способ не хитрый. Поняли все, да? Страничку прокачиваем визуально. Через 3 дня еще наполняем ее уже нашими постами, поздравляшками, зарплатами. И далее уже выходим в рекрутинг. Все. На этом у меня все. Желаю всем удачи и побольше откликов и хороших прокачанных аккаунтов. Всем пока-пока.